Одна вещь, которой все еще не хватало на брюках, это область пояса, которая теперь открыта, потому что рубашка была заправлена. Так что мы можем просто дублировать передний элемент и расположить его вокруг брюк. Не будем добавлять пояс, так как у нас уже есть подтяжки, но эти петли по-прежнему являются стандартной частью большинства брюк сегодня. Как только мы соберем их всех на одной стороне, мы выберем их. Установи точку поворота в качестве курсора с 3D. Снова установи курсор с 3D на начало мира, продублируй выделение и нажми Ctrl-M, а потом X. Следующий. Выбери их всех. Нажми Shift и убедись, что нормали не перевернуты. Тогда выдели средние участки всех петель. В этом случае я использую много Select, затем включаю пропорциональное редактирование с помощью OU и масштабирую выделение по их нормалям. Снова отрегулирую радиус падения с помощью колеса прокрутки или страницы вверх и страницы вниз. Нам также, наконец, нужна связь между подтяжками и брюками для этого. Мы добавляем плоскость, выбираем все, объединяем ее до одной вершины. А затем мы добавим модификатор поверхности подразделения, модификатор кожи и еще один модификатор предмета. Теперь мы можем выдавить эту точку, и у нас получится хороший тонкий ремешок, чтобы соединить эти два объекта с помощью Ctrl-R или инструмента лука. Ты можешь быстро добавить дополнительные очки, чтобы еще больше подчеркнуть ремень. Мы также можем сделать его более тонким, определив толщину модификатора кожи с помощью элемента управления A, а затем либо нажал X, либо Y, чтобы сделать его толще или тоньше только по одной оси, а затем внезапно блендер разбился во время записи, так что давайте просто продолжим с того места, на котором я остановился. Но я действительно забыл сбросить тему по умолчанию, так что пока не обращай внимания на мою личную оранжевую вариацию. Тебе также нужно убедиться, что складки на нижней части рубашки работают вместе с подтяжками, добавьте модификатор зеркала, чтобы получить все и с другой стороны. Продублируй бретельки спереди и перемести их к задней части подтяжек, где их тоже нужно соединить. Поскольку у нас включена обрезка и модификатор зеркала, все, что будет касаться центральной оси, начнет слипаться, поэтому прежде чем мы переместим это туда, снимите одну сторону ремней сзади, а затем переместите ее дальше внутрь. Также убедись, что модификатор зеркала находится в верхней части стека, используя кнопки со стрелками. Таким образом, зеркальное отображение произойдет до того, как все сглаживания и добавления толщины будут разделены, что сделает результат более чистым. Тогда остальное просто нужно потом лучше соединить. Мы можем добавить металлические заклепки к подтяжкам, разместив 3 заклепки там, где мы хотим, а затем добавив U в сферу, уменьшите масштаб этой сферы по оси Z и выровняйте ее с подтяжками, повернув ее. Ты также можешь настроить его на плавную торговлю. На этом этапе мы, конечно, можем смоделировать гораздо больше деталей в каждой детали. Но, например, для брюк мы просто начнем объединять детали. Немного измени толщину дополнительных частей брюк, если они недостаточно заметны, а также проверь, достаточно ли толсты брюки. Что мы сделаем, так это переделаем брюки по толщине. Это сработает только в том случае, если размер сосудов для повторного зацепления меньше толщины штанов. Иначе меры просто исчезнут. Так что просто убедись, что это работает, сделав штаны толще. Тогда примени модификаторы, перемести два объекта и переделай их в режиме остановки. Если размер ячейки коробки был недостаточно мал, ты всегда можешь отменить и повторить попытку с другим размером, а затем просто немного сгладить переходы между теперь объединенными частями.
Глиняная кисточка тоже может быть очень полезна в этом деле. Некоторые участки затвердевшей толщины, возможно, также нуждаются в небольшом сглаживании и фиксации. Если ты применишь модификатор Subdivision Surface к другим объектам, таким как подтяжки, у тебя также будет больше контроля над скульптурой поверхностей. Я также применю модификаторы затвердевания на рубашке, чтобы объединить различные объекты вместе. Сначала проверь, достаточно ли толщина, поместив объекты в локальный вид. Например, это тоже прекрасно. Если одежда на данный момент очень нереалистична, будь толстой, поскольку эта одежда всего лишь предварительный просмотр того, какими должны быть окончательные размеры. Как только мы в конце концов доберемся до извинений за окончательную модель, мы также можем исправить толщину. После повторного создания сетки тебе, возможно, придется заново лепить некоторые утраченные детали, но в целом это нормально. В зависимости от разрешения большинство деталей все равно должно быть на месте. Просто смешай разные предметы получше, и вот оно, наше окончательное тело и наряды.